Вот такой аппетитный ужин я сегодня приготовил. Курица в пикантном соусе, картофельное пюре и манная каша с ягодным киселем. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу сегодня. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я хочу сделать в качестве гарнира картофельное пюре по новому методу. Это не новый метод, этот метод раньше тоже делал, но я забыл, а кто-то мне недавно из блогеров напомнил, я решил сделать тем методом картофельное пюре, я покажу, как это делать. К этому я решил сделать кусочки курицы в пикантном соусе. Это все обалденно вкусно. И на сладкое я решил сделать манную кашу с киселем ягодным. Результат должен быть обалденно вкусный. Не уходите никуда, посмотрите это видео. Может быть, я вам какую-то идею поддам. Или я что-то по-другому делаю, чем вы. А что время терять, покажу, что я как буду делать. Итак, картошку я вычистил, вымыл, она уже сейчас в воде. Здесь у меня кусочки курицы тоже я вычистил, вымыл. И я уже сделал некоторые нарезки к нашему соусу. Лук, томат и еще добавлю бочковый огурец тоже. Я буду пользоваться основой растворимый соус. Если этого нет, то вам придется делать соус по-нормальному с мукой. Но я скажу, когда вам муку добавлять. Так, в первую очередь мы сейчас займемся пожаркой курицы. Здесь моя любимая сковородка. Сюда добавлю немножко сливочного масла. И чтобы сливочное масло у нас не горело, мы добавим сюда растительное или постное масло. Я пользуюсь постным маслом. Я включаю газ. Сейчас немножко это разогреется, и мы сюда отправим кусочки курицы. Кусочки курицы нам надо слегка прожарить. Тогда они дадут еще вкус соусу. Так, бульки начинают идти, значит, можно уже добавлять сюда мясо. И пускай слегка это пережарится, время от времени будем поворачивать, а мы еще сделаем нарезки. Итак, в качестве нарезок я сюда добавлю еще бочковый огурец. У меня здесь пару штучек. Так. И очень меленько порежем. Так. Итак, курица у меня слегка пожарилась, как вы видите. Теперь на этом этапе я добавляю лук. Немножко лук пережарим, но в то же время я уже порезал зелень, кориандр с укропом. Мы это добавим в самую последнюю очередь. Сейчас немножко лук поджарится тоже. В то же время, чтобы время не терять, мы займемся киселем. Кисель делается сравнительно легко. У меня здесь заморожены такие ягоды. Сейчас мы добавим сюда в кастрюльку. Достаточно. Засыпаю сахар по вкусу. Сейчас так я засыплю, потом я еще проверю, если надо, то еще добавлю сахар. Заливаю водой. Примерно так достаточно. И теперь отправляю тоже на плитку. В то время возьмем такую мисочку и разведем крахмал, который понадобится нам для этого киселя. Я думаю, что примерно 2 ложечки или 2,5 ложечки крахмала пойдет туда. У меня крахмал заканчивается. Так, примерно так. Это здесь у меня примерно 2,5 ложечки крахмала. И сейчас я разведу это водою. И как у меня там ягоды закипят в кастрюле, мы это еще раз перемешаем как следует и тогда добавим в кисель. Единственное, что вам советую, перед тем, как вы будете добавлять в кисель, обязательно все перемешайте, потому что крахмал имеет свойство приседания на дно посудины. Итак, крахмал тоже развели. Теперь ждем, как закипит как у нас ягоды закипят.
Теперь для каши я буду делать манную кашу. Сюда немножко залил я воды на донышко. Теперь я наливаю примерно до 3/4 молоко. Примерно так достаточно. Сюда же добавлю немножко масла. Ну, грамм 50. Я добавляю на глаз. Я сейчас немножечко дам сахара сюда и поставим на плитку. И будем время от времени помешивать, чтобы нигде ничего не подгорало. Манной каши подготовим манку сейчас. Количество манки вы должны добавлять по количеству молока, сколько вам надо каши. Так, это мне достаточно здесь. Сюда добавляем обязательно соль для баланса, немножко соли и сахар. Достаточно. И как у нас молоко закипит, мы это отправим туда в кастрюлю. Так, курица у нас хорошо здесь прожарилась, лук карамелизовался, и теперь пора формировать соус. В вашем случае вы сейчас теперь добавляете сюда муку. А в моем случае я добавляю горячую воду, потому что мой растворимый соус можно подавать прямо, можно растворять в горячей жидкости. Сейчас я добавил 1 ложку, совсем чуть-чуть загустеет, и я сюда добавлю сейчас сметану тоже. Добавил ложку, чтобы сметана у нас не свернулась, или чтобы ничего не случилось с сметаной. Вот так. И теперь добавлю пару ложечек сметаны сюда. Сейчас все это, как сказать, подружится здесь. Я еще добавлю немножко воды. До количества соуса, сколько мне надо. Прелесть растворимого соуса, что если очень густо, то вы еще можете добавить жидкость. Если не очень густо, то можете добавить воду. Так, теперь я добавляю воду. Так, это количество соуса, сколько мне понадобится здесь. Сейчас это закипит, я еще добавлю растворимый соус. Но в этот момент я уже буду добавлять сюда приправу. Мы не солили. Сейчас я теперь посолю. Солите по вкусу. Добавлю перец. Сюда же добавлю теперь томаты и огурцы. И дам немножко покипеть. Как она прокипит чуть-чуть, я еще добавлю растворимый соус сюда. Так, я смотрю, что у меня сейчас ягоды здесь закипят. Сейчас ягоды закипят, и мы добавим туда крахмал. Беру крахмал. Как я вам сказал, крахмал немножко вы перемешаете перед тем, как добавить его в кастрюлю. Так. И теперь потихонечку крахмал добавляю ягодам, постоянно помешивая. И дадим 5 минут покипеть, и на этом у нас кисель будет готов. Смотрите, какая прелесть. Итак, я здесь все переставил конфорки, поставил на маленький газ наш соус, и картошку я включил. И теперь я постепенно сюда буду добавлять нашу манку. Постепенно и помешивать, иначе будут там комки. И на этом этапе постепенно мешаем нашу манную кашу до готовности. Она у нас загустеет. Итак, я переставил кашу на маленький огонь. Смотрите, вот это уже каша готовая. И каша теперь у меня готовая. Я выключил газ. И теперь мы закончим приготовлением соуса. Соус сейчас я переставлю конфорку опять. Итак, сюда я уже добавил растворимый соус. Смотрите, вот такой густоты нам надо. И дам пару минут так покипеть. И сразу же мы добавим нашу зелень сюда. Вот и все. Курица в пикантном соусе. Теперь я добавляю зелень, выключаю газ.
Вот и все, соус готов. Итак, картофельное пюре. Так, мой забытый метод приготовления, так и одна красавица напомнила. То есть процедил картошку, добавляю масло, добавляю молоко холодное, ставлю обратно на плитку. Как молоко закипит, тогда можно снимать, добавить соль, перец и протолочь. Ну, вот такой результат получился. Курица в пикантном соусе, картофельное пюре. Сюда еще нарезал немножко вареную свеклу в качестве салата. И к этому сделал манную кашу с ягодным киселем. Итак, сегодня с вами поделиться еще одной идеей, что можно приготовить в качестве ужина или обеда. В моем случае я сегодня сделал курицу в пикантном соусе. К этому на гарнир сделал картофельное пюре по забытому старому методу, когда картошку отцедите от воды, добавляете масло, молоко, ставите обратно на плитку, как все это закипит, снимаете с плитки, добавляете перец и соль и толчете. Таким образом получается картофельное пюре по старому забытому методу. И к этому на сладкое в качестве дезерта я решил сделать манную кашу и с ягодным киселем. Сочетание все получилось обалденно вкусно и обалденно аппетитно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Или что-то я, может быть, делаю по-другому, чем вы. Попробуйте моим методом. Может быть, и вам понравится. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.